Привет, друзья! Краткие бизнес-новости Европы, Германии и мира. Сегодня в Германии за ее пределами день экономических сюрпризов. Цены вроде бы начинают остывать, но услуги дорожают быстрее, чем когда-либо. Север Германии сообщает о снижении деловой активности, а правительство готовит закон, который повлияет на жизнь миллионов пенсионеров. Параллельно необычный маршрут китайского контейнеровоза через Арктику, новые споры и сборы между Соединенными Штатами Америки и Китаем и даже конфликт в железнодорожной отрасли Германии. Сегодня мир снова перестраивает экономические связи. Оставайтесь до конца, разберу, как эти новости могут повлиять на Германию и Европу уже в ближайшие месяцы. Если вы следите за политикой и экономикой Германии, подпишитесь, чтобы не пропустить последние новости часа. Итак, в Германии заметили необычное явление. Рост цен на продукты питания наконец-то замедляется, но при этом услуги продолжают стремительно дорожать. По данным Федерального статистического ведомства, общая инфляция в сентябре составила 2,4%. Продукты больше не тянут цены вверх так сильно, как раньше. Например, овощи и молочные товары стали немного дешевле, а вот сахар, фрукты и йогурты все еще прибавляют в цене. Эксперты объясняют это стабилизацией цепочек поставок и снижением затрат на энергию. Зато услуги от страховых полисов и салонов красоты до ремонта и обслуживания техники напротив продолжают дорожать. Средний рост цен здесь достиг 3,4%. Люди ощущают это сильно, ведь именно услуги занимают все большую часть семейных расходов. Президент ведомства Рут Брандт отметила, что после снижения цен на энергоносители инфляция становится менее предсказуемой, но даже стоимость топлива снова немного выросла. Экономисты предупреждают, если тенденция сохранится, немцам придется привыкнуть к тому, что жить будет не дешевле, а просто по-другому, с новыми приоритетами в расходах. И это только начало. В Северной Германии бизнес выражает обеспокоенность текущей ситуации. По данным торгово-промышленной палаты, настроение среди компаний резко ухудшилось. Все больше предпринимателей говорят, что дела идут хуже, чем несколько месяцев назад, а будущее выглядит неуверенно. Главная здесь причина – это рост издержек и падение заказов. Особенно страдают промышленность и строительство. Проекты останавливаются, клиенты откладывают свои покупки, а расходы на энергию и сырье остаются высокими. Руководитель палаты Томас Бухт отметил, что без реформ экономика северных регионов может столкнуться с затяжным спадом. Он призвал власти наконец-то облегчить налоговую нагрузку, сократить бюрократию и упростить правила для бизнеса. Проблемы остаются те же – это нехватка квалифицированных работников, дорогие материалы, высокая стоимость труда и медленный внутренний спрос. Все это тормозит восстановление после кризиса и заставляет компании экономить. Эксперты говорят, если тенденция сохранится в ближайшие месяцы, север Германии рискует стать самым слабым регионом страны по темпам роста. А дальше еще интереснее. В Германии призывают к срочной модернизации системы отопления. Компания Techem, один из крупнейших поставщиков прибора учетов тепла, представляет свежие данные. Простое энергоснабжение больше не помогает. По результатам анализа 1,1 миллиона квартир в многоквартирных домах выяснилось, жители действительно снизили потребление тепла, но счета за отопление все равно выросли. В пересчете на квадратный метр затраты увеличились на 40% по сравнению с 2021 годом. Глава компании Матиас Хартман заявил, что для достижения климатических целей Германии необходим переход на умные технологии отопления. Речь идет о цифровых системах управления, которые автоматически регулируют температуру и позволяют следить за расходом энергии в реальном времени. По данным Techem, на отопление приходится около 70% всей энергии, потребляемой в жилых зданиях страны. Эксперты считают, что без внедрения этих цифровых систем и модернизации старых котелин Германия не сможет сократить выбросы и стабилизировать расходы граждан. Тем временем появляются новые решения. Кабинет министров Германии принял историческое решение. С 1 января 2026 года пенсионеры, которые продолжают работать, смогут зарабатывать дополнительно до 2000 евро в месяц без уплаты подоходного налога. Закон называется «Активная пенсия». Он рассчитан на тех, кто уже достиг обычного пенсионного возраста и хочет продолжать свою трудовую деятельность. Но есть условия. Это правило распространяется только на наемную работу, не на самозанятых, не на фермеров, не на госслужащих.
Социальные взносы на здравоохранение и уход все равно будут взиматься как обычно. Министерство финансов ожидает, что новой возможностью воспользуется около 168 тысяч человек в год. Годовые потери бюджета от налоговых таких льгот по оценкам составят около 890 миллионов евро. Министр финансов Ларс Клинбельд заявил, новая мера призвана поддержать рынок труда, чтобы опытные работники могли дальше участвовать в экономике. Теперь законопроект направляется в парламент для обсуждения. Если его пролоббируют, многие пожилые люди смогут безопасно и легально совмещать пенсию и работу. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Германия удваивает производство своих боевых самолетов Eurofighter. Министерство обороны заказало еще 20 новых самолетов, которые будут собраны на заводе Airbus в Манчинке под Мюнхеном. Первый самолет планируется передать в 2031 году, последний в 2034 году. Сейчас в составе Бундесвера, напомню, 138 самолетов Eurofighter, которые обеспечивают охрану воздушного пространства страны и выполняют задачи НАТО. Глава подразделения Airbus Майк Шольхорн отметил, что новый заказ показывает стратегическую важность этих самолетов для Германии и союзников. Стоимость контракта составляет примерно 3,75 миллиарда евро. При этом будет поставлено 52 двигателя, часть из которых пойдет на замену и резерв. Производственные мощности завода будут увеличены. К концу сборочного конвейера планируется выпускать до 10 самолетов в год, что вдвое больше нынешних темпов. Новые самолеты нужны, чтобы закрыть промежуток до запуска современного европейского проекта под названием «Будущая боевая авиационная система», которую Германия разрабатывает вместе с Италией и Францией. Следующая новость усиливает интерес к общей экономической картине. Китайский контейнеровоз Istanbul-Bridge впервые использовал арктический морской путь, чтобы доставить грузы в Европу в рекордно короткое время. Судно вышло из порта Нинбаджоушань в Китае 22 сентября и прибыло в британский порт Феликстоу 13 октября. Всего путь длился около 13 900 километров и занял 21 день. Для сравнения, традиционный маршрут через Суэцкий канал занимает примерно 40-50 дней, то есть в 2 раза дольше. Маршрут проходит вдоль побережья России по Северному Восточному морскому пути, и судну не понадобилась помощь ледоколов. Это стало возможным благодаря уменьшению ледового покрова в Арктике. Китайская транспортная компания, владелец судна, отмечает, что новый маршрут позволит существенно сократить время доставки товаров из Азии в Европу, снизить расходы на топливо и ускорить логистику. Российские власти также продолжают развивать Северный морской путь, создавая портовую и навигационную инфраструктуру для международных перевозок. И это не единственное событие, которое сегодня повлияло на экономику. Соединенные Штаты Америки и Китай начали взимать дополнительные сборы с торговых судов, что приводит к увеличению стоимости перевозок и может повлиять на мировую торговлю. В частности, Соединенные Штаты Америки ввели новые сборы на определенные товары, импортируемые из Китая, в ответ на изменения в китайской торговой политике. Китай, в свою очередь, увеличил также сборы на товары из Соединенных Штатов Америки, что также влияет на стоимость перевозок. Эти меры могут привести к увеличению цен на импортные товары, что скажется на потребителях и бизнесе. Эксперты предупреждают, что такие изменения могут привести к замедлению экономического роста и повышению инфляции. Международные организации и правительства стран призывают к диалогу и поиску решений, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации в мировой торговле. А вот следующая новость способна удивить даже скептиков. В Германии назревает серьезный спор в железнодорожной отрасли. Профсоюз железнодорожников выступил с призывом к смене руководства грузового подразделения Deutsche Bahn Cargo. Причина – финансовые потери и сокращение персонала. С момента назначения руководителем Никуты в 2019 году компания понесла убытки более 3,1 миллиарда евро. Она предложила закрыть несколько филиалов и сократить численность работников, что вызвало массовое недовольство среди сотрудников и профсоюзов. Профсоюз железнодорожников считает, что предпринятые меры не привели к ожидаемым результатам и, наоборот, усугубили трудности в компании. Профсоюз обвиняет ее в продаже актива и недостаточном внимания к нуждам работников, требуя прямого вмешательства Совета директоров Deutsche Bahn. Руководство компании пока официально не комментирует данное требование профсоюза. Эксперты отмечают, если конфликт не будет урегулирован, это может серьезно повлиять на работу грузового железнодорожного транспорта и логистику в Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.